Привет всем! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. И сегодня рецепт вкусных сахарных плюшек. Такие плюшки получаются очень вкусные и нравятся абсолютно всем, а готовятся очень просто, не бойтесь. Готовьте, у всех получится обязательно. В миску наливаю 250 мл теплого молока и 100 мл теплой воды. Столовую ложку сахара, 3-4 ложки муки и 1 столовую ложку сухих дрожжей. Накрываю пленкой и оставляю в теплом месте на 10 минут. Готовлю сдобу. В миску кладу 1 яйцо и 1 белок, желток оставляю для смазывания, ванильный сахар и соль. Все хорошо перемешиваю и добавляю подошедшую опару. Вот как она увеличилась. Снова перемешиваю и постепенно добавляю муку. Когда тесто слегка замесилось, вливаю 100 грамм сливочного масла и рукой вмешиваю хорошо в тесто. Затем тесто перекладываю на стол и продолжаю замес на столе. Тесто должно быть мягкое, не забитое. Миску смазываю растительным маслом и перекладываю туда тесто. И тесто еще сверху смазываю маслом, чтобы оно не заветрилось. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место для подъема на час-полтора. Тесто расстоялось, я его 2 раза обминала. И посмотрите, какое оно воздушное, пушистое. Отделила кусочек теста и теперь будем заниматься формовкой. Делю его на такие кусочки примерно по 70 грамм. Скатываю их в шарик, хорошо вот так надавливая. И буду укладывать их под полотенце, чтобы они немножко подошли, минут 10. Затем каждый кусочек раскатываю скалкой, вот в такой квадратик, смазываю растительным маслом и сверху насыпаю чайную ложку сахара. Затем скручиваю в рулет и защипываю края. Складываю пополам, растягивая, прижимаю немного. И теперь ножом одним движением не резать, а один раз нажать и разрезать, и вывернуть. И вот такая красота получается, сердечко. И теперь другой вариант. Также смазываю маслом, посыпаю сахаром и сверху посыпаю слегка обжаренным маком. Также скручиваю, защипываю края и складываю пополам. И разрезаю. И эта булочка будет сладкая с маком, очень вкусная и красивая. Посмотрите, какая красота. А вот еще одна интересная формовка. Также свернула в рулет и складываю с обоих сторон. Надрезаю с обоих сторон и получается вот такая бабочка. И еще один вариант. Также посыпаю сахаром и можно посыпать корицей. Кто любит корицу, готовьте с корицей. Можно ложечкой так немножко размазать. Ну и дальше все так же. И вот такая сладкая плюшка с корицей получается. Красота! И еще один вариант формовки. Все так же в рулет пополам, но теперь разрезаем 2 раза. Вот так. И это получается формовка листик. Очень красивый. И теперь уложила булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываю полотенцем и даю расстояться, затем смазываю одним желтком с ложкой молока. Можно посыпать сверху сахаром, тоже будет очень некрасиво и вкусно. Эти булочки очень любят сахар. И отправляю в духовку разогретую до 200 градусов минут на 20. Смотрите по своей духовке. Сильно до темного цвета не запекайте. Смазываю остальные булочки и отправляю также в духовку. И вот такая красота получилась. Посмотрите, какие они румяные, аппетитные. Запах стоит просто сумасшедший. Сладкой, вкусной выпечки. Вот посмотрите, это форма бабочки. А это сердечко. А это сердечко с маком. А это листик. Посмотрите, какая красота. Ну и, конечно, эти плюшки очень вкусно кушать с молочком. Ну, прям сам доктор прописал.
Готовьте, друзья мои, такие вкусные плюшки. Пусть и у вас дома пахнет вкусной сладкой выпечкой. И все родные ваши будут спешить домой, зная, что дома всегда есть ароматная и вкусная выпечка. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Пусть и они пекут такие вкусные сладкие плюшки. Всего вам доброго, мир вашему дому, здоровья, счастья и добра. До новых вкусных встреч. Пока-пока!